Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, с вами в этом видео поговорим о вопросе, который вам могут задавать, тем самым пытаются отдать вам порчу и бедность на годы. Поэтому, когда вас спрашивают вот так вот о времени, именно такими словами, даже не вздумайте отвечать. Далее, друзья, мы с вами более подробно об этом всем обсудим. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, порча – это целенаправленное или случайное воздействие на энергетическое поле человека, которое и приводит к негативным изменениям в его жизни. Это может быть касаться и ухудшения здоровья человека, возникать финансовые проблемы, касательно отношений и даже общее снижение качества жизни. Порча может быть наведена как осознанно, так и неосознанно. Но вы знаете, результат всегда негативен для пострадавшего. Симптомы порчи могут включать внезапное ухудшение здоровья без видимых на то причин, потерю жизненной энергии, апатию, постоянные неудачи и проблемы в разных сферах жизни, нарушение сна, кошмары, раздражительность и конфликты с окружающими людьми. Эти симптомы могут проявляться постепенно или резко, в зависимости от силы и характера порчи. Здесь очень важно уметь распознать признаки порчи, чтобы своевременно предпринять меры по ее нейтрализации. Порча может быть, как вы знаете, наведена различными способами, в зависимости от целей и методов. И, как правило, это могут быть магические ритуалы, это могут быть заклинания, амулеты, какие-то предметы. Но, конечно же, такие ритуалы часто требуют определенных знаний и навыков. Далее. Сглаз. Сглаз – это неосознанное наведение порчи, когда человек, обладающий сильной энергетикой, направляет негативные мысли или зависть в адрес другого человека. Также, как вы знаете, порча может быть передана через прикосновение или обмен какими-то предметами, например, через подарки, одежду или даже деньги. Далее. Через вербальное воздействие слова могут иметь мощное энергетическое воздействие. Проклятия или негативные пожелания, произнесенные вслух, могут стать источником порчи. Далее могут использоваться фотографии и личные вещи. Вы знаете, что вещи и фотографии человека хранят его энергетику, и их использование в ритуалах нанесет вред человеку. Конечно же, каждый из этих способов может иметь свои особенности и требовать различных методов защиты и очищения. Но вы должны понимать и то, что негативная энергия – это вид энергетического воздействия, которые могут накапливаться в человеке, его окружении или даже в предметах, с которыми он взаимодействует. Эти энергии могут быть результатом порчи, негативных мыслей, эмоций или воздействия извне. И негативные энергии обладают такими характеристиками. Во-первых, аккумуляция. Негативные энергии, как правило, они могут накапливаться со временем, особенно если человек постоянно подвергается стрессу или находится в какой-то негативной обстановке. Они могут передаваться от одного человека к другому через прикосновение, общение или совместное использование предметов. Также постоянное воздействие негативных энергий может приводить и к физическим и психическим заболеваниям, снижению иммунитета и общей усталости. И негативные энергии, как вы знаете, могут разрушать отношения, приводить к финансовым потерям и общей неудачливости. Чтобы защититься от накопления негативных энергий, важно регулярно проводить очистительные практики, использовать защитные амулеты и стараться избегать источника негатива. Одним из необычных, но встречающихся способов передачи порчи является вопрос о времени. И понимание механизмов передачи негативной энергии через такой простой, на первый взгляд, вопрос может помочь защититься от его воздействия.
Передача негативной энергии, как мы уже сказали, происходит различными способами, и вопросы времени играют в этом процессе значительную роль. И как это может передаваться? А передается через вопросы времени. Когда человек задает вопрос о времени, он тем самым устанавливает с вами энергетический контакт. Этот контакт может быть использован для передачи негативной энергии. Как вы знаете, ответ на вопрос требует концентрации и внимания, а здесь открывается энергетическое поле человека для внешнего воздействия. Также слова, используемые в вопросе, могут содержать скрытые намерения и негативные установки, которые проникают в подсознание человека и начинают оказывать свое разрушительное воздействие. Или пауза, которая возникает при ожидании ответа. Она создает временное энергетическое окно, через которое, опять же, негативная энергия может проникнуть в энергетическое поле человека. В некоторых случаях передача негативной энергии может быть усилена физическим контактом, например, прикосновение к запястью, когда спрашивают о времени. И вы знаете, специалисты, которые сознательно занимаются наведением порчи, часто используют вопросы о времени как один из методов передачи негативной энергии. Их действия могут быть направлены на конкретных людей или случайных прохожих, чтобы сбросить вот эту накопленную негативную энергию и защитить себя от ее возвращения. Как правило, таким методом используются профессиональные маги и колдуны. И они могут работать с мощными негативными энергиями и знают, как передавать их другим людям. Далее это могут быть энергетические вампиры. Это люди, которые постоянно испытывают дефицит энергии и пополняют ее за счет других людей. Они могут использовать вопросы о времени как способ забрать жизненную силу и энергию своих жертв. Энергетические вампиры обладают интуицией, и они легко определяют уязвимых людей, которые открыты для воздействия. Задавая вопрос о времени, энергетические вампиры устанавливают контакт с жертвой и начинают вытягивать энергию. В этот момент человек сосредоточен на вопросе и открыт соответственно для внешнего воздействия. А для усиления эффекта энергетические вампиры могут прикасаться к жертве и приближаться к ней или даже заставлять смотреть на их часы. Это позволяет им еще больше усилить энергетический обмен в свою пользу. В процессе вопроса и ответа энергетические вампиры могут внушать еще и жертве негативные мысли и установки, которые и ослабляют ее энергетическое поле и делают ее более уязвимой. Вопросы о времени, несмотря на их кажущуюся безобидность, могут стать мощным инструментом передачи негативной энергии. Некоторые вопросы способны навязывать паузу в жизни, запускать негативные процессы или влиять на энергетическое поле человека. Понимание этих аспектов может помочь защититься от нежелательных воздействий. Вопросы о времени могут создавать и энергетическую паузу в жизни человека. Такая пауза может замедлить или даже остановить развитие различных жизненных сфер. Когда человеку задают вопрос о времени, его внимание переключается на текущий момент. Это может привести к временной потере концентрации на важных задачах и целях. Вопрос о времени также создает и временный промежуток, в котором человек вынужден остановиться и ответить. И вот эта пауза может символически остановить его энергетическое и жизненное движение. Постоянные вопросы о времени могут нарушить и естественный поток энергии человека, что приведет к застою и ухудшению всех сфер в жизни. Например, человек спешит на какую-то важную встречу, но его постоянно спрашивают о времени. Это вызывает что? Раздражение и, конечно же, отвлекает. Или, например, работник погружен в какой-то важный для него проект, вынужден отвечать на вопросы о времени, что нарушает его концентрацию и продуктивность. Некоторые фразы, связанные с вопросами о времени, могут нести скрытые негативные посылы, которые и запускают деструктивные процессы в жизни человека. Итак, примеры фраз и их воздействия. Не подскажете, который час?
Такая фраза содержит скрытый посыл недооценки времени человека, что приводит к ощущению бесполезности и упадка сил. Или могут по-другому задать вам вопрос: а сколько времени осталось до? Эта фраза может вызвать тревогу и стресс, особенно если речь идет о каком-то важном событии. Человек начинает беспокоиться о том, успеет ли он выполнить все свои задачи. Или другой вопрос: ты знаешь, сколько сейчас времени? Вопрос в такой форме может вызвать у человека чувство вины за потраченное время, даже если он не совершил ничего плохого. Также вы должны понимать и то, что вопросы о времени могут вызывать у человека чувство стресса и тревоги. Это будет негативно влиять на его психологическое состояние. Также энергетически негативные посылы, скрытые в вопросах о времени, также вызывают энергетический дисбаланс и ухудшение общего состояния человека. Незаконченные фразы, связанные с вопросами о времени, могут оставлять и энергетические дыры в ауре человека, что делает его уязвимым для негативного влияния. Поэтому вы должны понимать и то, что незаконченные фразы создают состояние неопределенности и вызывают дискомфорт и беспокойство. Когда фраза остается незаконченной, она оставляет открытыми энергетические контуры, через которые негативная энергия может проникнуть в энергетическое поле человека. Особую опасность представляют случаи, когда задающий вопрос использует именно физический контакт или манипуляции с часами. Давайте рассмотрим эту ситуацию более подробно. Прикосновение к запястью при вопросе о времени. Запомните, это один из самых мощных способов передачи энергии между людьми. Запястье является местом, где проходят важные энергетические каналы, поэтому физический контакт в этой области может существенно повлиять на энергетическое поле человека. Прикосновение к запястью устанавливает прямой энергетический контакт. Через этот контакт можно передать как позитивную, так и негативную энергию. Запястье содержит множество энергетических точек, которые могут быть уязвимы для внешнего воздействия. Прикосновение к этим точкам может нарушить энергетический баланс человека. Человек, задавая вопрос о времени, берет собеседника за запястье, тем самым, обращаем ваше внимание, создается мощный энергетический поток. Если этот поток насыщен негативной энергией, собеседник может почувствовать слабость, усталость или даже тревогу. Энергетические вампиры могут использовать прикосновение к запястью для того, чтобы забрать часть энергии у жертвы, оставляя ее истощенной и уязвимой. Когда вас просят посмотреть время на чужих часах, это может показаться обычной и безобидной просьбой. Однако в некоторых случаях это может быть и способом манипуляции и передачи негативной энергии. Часы, которые человек носит, они впитывают его энергетику. Когда другой человек смотрит на эти часы, происходит обмен энергиями. Запомните. Вопрос о времени может использоваться и для передачи негативной энергии или даже порчи. Взгляд на чужие часы может стать моментом, когда негативная энергия передается через визуальный контакт. Энергетические и психологические последствия взаимодействия, связанных с вопросами о времени и физическим контактом, могут быть значительными. Эти воздействия могут нарушать энергетический баланс человека, вызывать тревогу и привести к длительным негативным последствиям. И может что происходить на энергетическом уровне? Негативные взаимодействия могут привести к значительному энергетическому истощению. Человек чувствует себя уставшим, слабым и неспособным справляться с повседневными задачами. Далее, физический контакт и визуальный обмен через чужие часы может нарушить энергетическое поле человека, делая его уязвимым для дальнейших негативных воздействий. Кроме того, нарушения в энергетическом поле могут привести к застою энергии, что вызывает проблемы в различных сферах жизни, включая здоровье, работу и личные отношения. Что же нужно делать? Конечно же, проводить практики очищения, укреплять свое энергетическое поле, носить защитные амулеты, талисманы, кулоны с изображением защитных символов.
Кроме того, прислушивайтесь всегда к своей интуиции. Если вы чувствуете дискомфорт или при общении с кем-то, старайтесь избегать таких контактов. Кроме того, наручные часы могут быть и эффективным инструментом для нейтрализации порчи, передано через вопросы времени. Как же это сделать? Во-первых, носите наручные часы как постоянный аксессуар. Они создают энергетический барьер, который защитит вас от внешнего негативного воздействия. И старайтесь заряжать свои часы именно позитивной энергией. Для этого можно поддержать их под солнечными лучами или, как вариант, провести практики на очищение и привлечение достатка. Если вы почувствовали, что вы стали жертвой порчи через вопрос о времени, используйте свои часы для такого ритуала. Возьмите ваши часы и поверните стрелки часов назад 3 раза. При этом скажите такие слова: «Час назад порча прочь, зло назад, добро в дом». Затем после этого установите правильное время и скажите «сделано». Также вы можете использовать и раствор из соли и воды. Например, если где-то вы побывали, и вы чувствуете, что вы после этого вам тяжело, вам плохо, сделайте вот такой вот раствор из соли и воды и обрызгайте этим раствором, например, те вещи, в которых вы находились, и скажите: «Соль и вода, очистите меня и от всякого зла и негатива». Пусть будет так. Также вы можете зажигать и свечу, желательно церковную, и смотреть на нее и говорить: свет огня сожги все зло и негатив, пусть будет мир и гармония в моем доме. Кроме того, вы можете перед тем, как идти на работу или в какие-то общественное место, говорить следующие слова защиты вас от любого негатива, от порчи и так далее. И звучат они следующим образом: «Я окружена светом и любовью, никакое зло не проникнет в мою жизнь, пусть все негативные энергии отойдут и никогда не вернутся». Также вы можете использовать растения и травы. Это шалфей, это полынь. Вы знаете, что эти травы хорошо известны своими очистительными свойствами. Или можете использовать розмарин и лаванда. Они также обладают защитными свойствами. Вот такой, друзья, сегодня важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите, знали ли вы об этом. Также, друзья, всех благодарим за донаты. Друзья, нам очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!